Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас к себе на кухню готовить салат сугробы. И, как всегда, без вреда для фигуры, что немаловажно. Я просто взяла один из своих самых любимых рецептов из прошлой жизни, так сказать, зажоров, с продуктами, которые очень сильно вредят нашей фигуре, и изменила их на свой страх и риск на продукты, которые являются низкоуглеводными. Результат меня приятно удивил, это мягко сказано, как и КБЖУ. Итак, приступим к приготовлению. Вот ингредиенты, которые нам потребуются. Куриные яйца, морковь, репчатый лук, копченая грудинка, корень сельдерея, сыр твердых сортов, свежий чеснок, несколько зубчиков, домашний майонез, кокосовое масло для жарки, морская соль и специи по вкусу. Все граммы и КБЖУ я, как всегда, указала внизу под видео. Начинаем готовить. Для начала сыр натрем на мелкой терке и оставим его в сторонку, прикрыв пищевой пленкой, чтобы он не заветрил. Далее нарезаем лук в произвольной форме. На хорошо разогретую сковородку отправляем часть кокосового масла для обжарки лука. И отправляем туда лук обжариться буквально несколько минут до полупрозрачности. Мы же тем временем займемся приготовлением морковки. Ее нужно натереть на мелкой терке. Отправляем морковь к луку и обжариваем несколько минут до того момента, пока морковь станет мягкой. Морковь с луком нужно немного посолить и поперчить по своему вкусу. Готовую морковь с луком выкладываем на блюдо, в котором будем собирать салат. Разравниваем и даем немного остыть. Далее на разогретую сковороду отправляем оставшееся кокосовое масло и выкладываем корень сельдерея, порезанный мелкими брусочками. Как я его готовлю, у меня уже есть отдельное видео, ссылку оставлю внизу. Сельдерей присаливаю по вкусу, отправляю туда копченую паприку и смесь перца. Вы также можете добавить свои любимые специи. В оригинале, в рецепте, который я готовила раньше, нужен был картофель, но так как на кето его категорически нельзя, пыталась приготовить один из своих любимых салатов по-своему, не испортив вкус. Я бы сказала, что с сельдереем получилось намного вкуснее, чем с картошкой, а КБЖУ, как всегда, приятно радует. Далее копченую грудинку нарезаем мелкой соломкой и выкладываем на остывшую морковку с луком. Опять же, в моем оригинальном рецепте была копченая колбаса, но так как это не самый полезный продукт, я решила заменить ее на копченую грудинку. Грудинку я беру у проверенных людей, поэтому я на 100% уверена, что она коптилась натуральным способом, а не жидким дымом. Грудинку разравниваем, и это следующий слой нашего салата. А тем временем наш сельдерей уже практически приготовился. Выдавливаем туда 1-2 зубчика чеснока, закрываем крышкой и даем ему настояться и остыть.
Пока сельдерей остывает, мы же тем временем приступим к подготовке наших сугробов. Яйца разделяем пополам и достаем желтки в какую-нибудь емкость. Белки нужно не повредить. Желтки смешиваем с одной частью домашнего майонеза, добавляем туда несколько зубчиков чеснока и хорошенечко перемешиваем вилочкой до получения однородной смеси. А тем временем наш сельдерей остыл, выкладываем его сверху на копченую грудинку, также разравниваем. Между морковкой, грудинкой и сельдереем никакого майонеза пока прокладывать не нужно, потому что салат и так получается слишком сочный из-за того, что все обжаривалось на кокосовом масле, а это все-таки жир. Да и грудинка сама по себе слишком сочная, поэтому лишний майонез добавлять не нужно. Майонез перекладываем в любой мешочек, отрезаем небольшой уголок и сверху покрываем сельдерей майонезом. Основа под сугробы готова. Начиняем белки, полученные смесью из желтков, чесноком и майонезом, и выкладываем половинки яиц срезом вниз. Сверху смазываем их оставшимся майонезом и хорошенечко присыпаем натертым сыром. Готовый салат отправляем в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. Украшаем по своему вкусу и подаем к столу. Всем приятного аппетита, кушайте с удовольствием. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вам не сложно, мне будет очень приятно. А также по ссылке внизу под видео переходите на мой сайт, где я рассказываю, как я похудела на 25 килограмм именно на таком типе питания и на этих рецептах. Всем пока-пока, увидимся с вами в следующих видео.